Жил на свете человек. У него было 3 мечты: иметь высокооплачиваемую работу, жениться на красавице и прославиться на весь мир. Однажды морозной зимой человек спешил на собеседование в офис одной известной фирмы. Вдруг прямо перед ним упал пожилой мужчина. Человек посмотрел на упавшего, в голове возникла мысль, что тот, скорее всего, пьян и не подал руки. Это помогло не опоздать на запланированную встречу. Собеседование прошло неудачно. Человека не взяли на желанную должность. Как-то человек прогуливался летним вечером по городу. Заметив труппу уличных артистов, остановился, чтобы насладиться зрелищем. Зрителей было немного, но пьеса была веселой и увлекательной. После окончания действа раздались аплодисменты, и люди стали расходиться. Наш человек тоже повернул было назад, но кто-то несмело дотронулся до его плеча. Это была главная героиня пьесы, старушка-клоунесса. Она стала расспрашивать его о том, понравился ли ему спектакль, доволен ли он актерами. Но человек не захотел вести беседу и, брезгливо отвернувшись, пошел домой. Однажды дождливым вечером человек спешил домой со дня рождения друга. Он очень устал, и в его голове проносились мысли о душистой ванне и уютной теплой постели. Вдруг он услышал чье-то приглушенное рыдание. Это плакала женщина. Она сидела на скамье возле дома человека, без зонта, одна. Заметив нашего героя, она обратилась к нему за помощью. У нее случилось несчастье в семье, и ей нужен был лишь душевный собеседник. Человек задумался. Перед его взором предстали ванна и постель, и поспешил в подъезд. Человек прожил несчастливую жизнь и умер. Попав на небеса, человек встретил своего ангела-хранителя. Они качались на небесных качелях и беседовали. «Ты знаешь, я прожил совсем несчастную и никчемную жизнь. У меня было 3 мечты, но ничего не сбылось. Жаль. Друг мой, я сделал все, чтобы все твои мечты притворились в жизнь. Но для этого от тебя мне нужно было всего лишь твоя рука, твои глаза и твое сердце». «Как же это? Помнишь упавшего человека на скользкой зимней дороге? Я сейчас покажу тебе эту картину. Тот человек был генеральным директором той фирмы, в которую ты так хотел попасть. Тебя ждала головокружительная карьера. Все, что от тебя требовалось – твоя рука. Помнишь старую клоунессу, которая после уличного представления пристала к тебе с вопросами? Это была юная красавица-актриса, которая влюбилась в тебя с первого взгляда. Вас ждало счастливое будущее, дети, неугасающая любовь. Все, что от тебя требовалось – твои глаза. Помнишь плачущую женщину возле твоего подъезда? Был дождливый вечер, и она насквозь промокла от слез. Это была известная писательница. Она переживала семейный кризис. Ей очень нужна была душевная поддержка. И если бы ты помог ей согреться в своей квартире, согреться душой благодаря твоим мудрым словам утешения, то она написала бы книгу, в которой рассказала бы об этом случае. Книга стала бы известной на весь мир. И ты бы прославился, так как на главной странице автор указала бы имя того, кто стал музой этого произведения. И все, что от тебя требовалось тогда – твое сердце. Ты был невнимателен, мой друг». Человек вздохнул, и они пошли по лунной дорожке в звездную даль. А что вам предлагает этот мир сейчас? Помните, у счастья лицо загадки.